Всем привет на канале Ассортимент. Сегодня я хочу показать, как делать куриные джерки из куриного филе, точнее. Прежде чем начать, мы должны вот это вот филе отправить в морозилку на 2-3 суток. Наше мясо, оно сырое, и так как оно не будет проходить термическую обработку, нам его нужно, скажем так, обеззаразить. Мы берем филешечку куриную, нарезаем ее тоненькими полосочками, вот так вот. Вот такая вот будет у нас джерка. Немножечко позже, когда мы достанем из морозилки, мы будем мариновать. Я это делаю сразу, чтобы размороженное мясо потом не резать. У меня уже будет все готово. Мясо разморозится, я его буду мариновать. Рецепт этот очень, скажем, простой и очень вкусно получается. Вот такие джерки вы можете брать с собой куда угодно, на море, в поход, на рыбалку, на какую-то поездку. Если вам нужна вот такая вот еда и вам не хочется кушать сублимированную, вы можете сделать самостоятельно, приготовить. Берем куриную грудку, режем ее на тонкие полосочки. Филе мы брали свежее, поэтому будем его дальше замораживать. На 2-3 суток рекомендуется, потому что мясо не проходило термическую обработку. Вот такие вот получаются полосочки. Вот такие у нас получились 2 пакетика. Эти джерки мы отправляем теперь в морозилочку на 2 суток. Если у вас грудка была заморожена перед этим, можно сразу мариновать. Вот такое едет в морозилку. Прошло 2 дня, мясо мы разморозили, и сейчас будем готовить маринад. Берем соевый соус. Наливаем немножко на глаз. Если что, потом добавим. Дальше берем чеснок нарезанный, зубочка достаточно. Перемешиваем это все. Добавляем немножко соли, но не очень, потому что соевый соус тоже соленый. Сахар добавляем. Немножко. Берем лавровый лист. Листочек хватит. И черный перец тоже немножко. Чтобы чувствовался только привкус, а не острота. Дальше я добавляю еще приправу из укропа, из семян укропа. Но если у вас нет, ничего страшного. Это немножко для хорошего привкуса. Еще хочу добавить чуть-чуть чабреца для привкуса, но это тоже не обязательно. Иногда я добавляю немножко горчицы, она дает приятный привкус. Но в этот раз ее нет, и добавлять мы ее не будем. Хорошо перемешиваем. И теперь нашу курицу из морозилки отправляем в маринад. Я обычно делаю это на ночь, например, в 8 вечера я мариную, и к утру оно готово, можно класть его в сушилку. Перемешиваем мясо с соевым соусом, точнее с нашим маринадом. И оставляем это все мариноваться. Вот такое вот получается блюдо. Можно его оставить на окошке, можно убрать в холодильник до утра. Дальше прошла ночь. Наше готовое мясо мы будем выкладывать в сушилку. Обзор на эту сушилку вы можете найти в папке «Обзоры» на нашем канале. Она нам очень нравится и служит нам уже где-то 1,5 года. Раскладываем наши кусочки. Можно их вытащить из маринада, чтобы стекла вся влага. Можно сразу раскладывать вот так вот.
Раскладываем на сеточки и ставим это все в сушилку. Кстати, по этому рецепту вы можете мариновать не только куриное филе, но и филе индейки. Филе свиное не подходит, потому что оно очень жирное, а вот другое мясо, не жирное, вы можете таким образом замариновать и высушить. Говядину, например, нежирные части. Хочу показать вам подробный обзор, как я это делаю, потому что раньше, когда мы еще не знали, как сушить мясо, тоже искали много информации в интернете. И хочется поделиться, чтобы у вас получилось сразу, с первого раза. То есть я все подробно вам здесь показываю, что зачем я делаю. Вот такие вот джерки получаются очень вкусные, и вы можете их подавать, например, к пиву, когда у вас какая-то компания приходит, гости. Это очень вкусно. Вот так вот мы заполняем противень, делаем зазоры, чтобы мясо хорошо просушивалось. В процессе сушки можно менять местами вот эти вот поддоны, то, что снизу, переставлять наверх, потому что просушивается оно неравномерно немножко. То, что снизу, оно сушится быстрее, а то, что сверху, не так быстро сушится. Иногда, когда у меня есть еще зелень, я добавляю зелень. Можно посыпать кунжутом, будет еще вкуснее, такой вот необычный привкус. Если черным кунжутом, будет очень красиво. У нас здесь получается всего 4 поддона, потому что я взяла одну грудочку для этого рецепта, но вы можете делать намного больше и заполнить все 10 поддонов. Кстати, чеснок дает необычный такой привкус. Его буквально немножечко положить, один зубочек. Все, лишние поддоны достаем из сушилки. Эти распределим на одинаковом расстоянии, чтобы лучше просохло. Вот так вот оно выглядит. И все, закрываем и ставим на ночь, чтобы высохло. Либо на время. У вас в комплекте будет книга рецептов, там указано, что мясо сохнет от 8 до 10 часов при температуре 60-65 градусов. Вы можете пользоваться этой книжкой, можете самостоятельно экспериментировать, как хотите. Вот даже написан рецепт, как сушить мясо в этой книге. И вот через 10 часов у нас такой результат. Вот так вот выглядят джерки. Я надеюсь, вам понравился мой рецепт. Вот так вот они просушились. Вот так выглядит готовое блюдо. Можете угостить, удивить своих гостей, если у вас какая-то вечеринка, либо же гости. Спасибо огромное за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Будем делать с вами новые рецепты.